Первые скрины в этой информации было Александр Гринберг, админ, в 5-21 числа. Поэтому то, что я вам скидывал пампы, пропампили, возможно, каким-то образом, обладая какими-то средствами, они реально пампят валюты, в которых небольшой объем торгов. И получая от подписчиков около одного биткоина, допустим, у них в группе 1000 человек, они могут, переводя в USDT, да, получать за эту информацию 60 миллионов. Им особого труда пропампить монету, которая в небольшом торгуется объеме рыночном, не составит труда. Возможно, они и реально пампят, но все это выглядит очень скамово, и еще раз повторяю, не доверяйте никому свои деньги. Насчет самих пампов валют, как вы видите, все-таки существует памп, существует такой ажиотаж, когда уже начинают заходить люди на АТХ монеты, и жадность, скажем так, людей и губит. Тут уже не совсем можно техническим анализом узнать, где же будет пропамплена монета. Можно по Fibonacci найти коррекцию. Мы примерно будем понимать уровни коррекции, но в этом случае мы не дошли до 3,5. Здесь мы как раз вышли плюс 23%, и она как раз вот в этом уровне примерно и торгуется. Особенно, когда есть, и вы видите такой памп, нужно торговать со стопами. Иногда у вас будет, не будет возможности ставить стоп, потому что волатильность будет настолько большая, что будет выносить что вверх, что вниз. Единственное, что вы можете сделать, это чертить восходящий канал или это нисходящий канал. Я тогда в канале Telegram вам информацию давал. Вот у нас есть, допустим, на 5 минутке был восходящий канал, мы его успешно пробили и пошли после этого вниз. Я нарисовал движение вниз. И после этого, опустившись до зоны сопротивления, до зоны поддержки, мы отскочили от нее вверх. В таких моментах можно и заходить, когда вы видите уже, что цена несколько раз стукается об какой-то уровень, и здесь можно попробовать зайти. Мана, насколько я помню, не торгуется на фьючерсах, поэтому здесь только вы заходите и выставляете стоп в случае, если пробьется этот уровень и пойдет ниже. И как видите, если мы зашли правильно, и здесь у нас было бы желание, скажем так, зафиксировать часть, здесь, потому что мы видим откаты. Но все это, если провести отсюда до сюда линию, то она будет не пробита. То есть у нас не было движения вниз. То есть вот эта линия трендовая. Также отсюда мы можем сделать еще одну линию и сделать нисходящий канал. То есть что мы здесь видим? Мы здесь видим, что этот нисходящий канал вот здесь вот будет пробит, и мы пойдем сейчас вверх до вот этой зоны сопротивления. Дальше у нас будет, скорее всего, отсюда движение в эту линию, вот в эту линию, и возможная фиксация и выход вверх, выше. Здесь обычно волатильность возрастает, потому что выходит за уровни этого нисходящего канала, и мы видим большую волатильность. Видите, что волатильность в этом случае возрастает, то, что я вам и говорил. Это все 5 минут, на минуте было бы немножечко по-другому. Ну и вот мы получили бы, вот отсюда, вот какой идеальный вход, мы бы получили уже 4,5%. Видите, цена уже немножечко опускается, в минутном таймфрейме мы видим вот как раз следующую минуту. Это уже такое вот, то есть цена стукается в уровень сопротивления, но высока вероятность опять идти выше. То есть здесь мы должны будем зафиксировать, выйти из этого уровня, вот если провести линию. Вот здесь мы должны ее пробить, вот эту, примерно вот эту линию, там плюс-минус. Чтобы выйти выше, мы должны здесь раз зафиксироваться и пойти выше. И все это все как бы торговля, да, вот здесь мы пробили, заработали уже 6%. Это достаточно для того, чтобы заработать хорошие деньги. Здесь мы дальше можем тоже нарисовать
начертить, нарисовать следующую трендовую линию. Вот она, примерно. В таком случае мы можем тогда не идти сюда, а примерно возвращаться в этой линии быть и идти выше. Вот так вот. Все локально. Следующее вот сопротивление у нас где-то в этом районе будет. Мы можем здесь коснуться, отсюда пойдут продажи. Сейчас следующая будет свеча, и сейчас можно будет определить, что дальше. Вниз пойдет. Ну, то есть, видите, тут волатильность увеличивается. Очень много тех, кто хочет продать на этом уровне. Ну и, соответственно, тех, кто покупает. Вот красная свеча у нас. Много было продаж. Поэтому, ну, в таких моментах, вот как раз, когда доходит несколько раз вот до уровня сопротивления и цена откатывается, то есть здесь уже ваша, скажем, цель, да, достигнута, не достигнута. Мы можем здесь зафиксировать 25% или 50% и перезайти ниже. Но вот, как я вам говорил, мы несколько раз здесь стукнулись, и здесь у нас появились продажи. Как раз мы, если вы не закрылись полностью, то вы уже можете терять минус 2,7%, видите, 3%. И так далее. То есть вот у нас трендовая линия, мы, скорее всего, к ней придем. И здесь уже тоже нужно смотреть за пробитием этой линии, потому что если пойдем ниже, то уже совершенно в другую сторону мы можем пойти. Ваша задача, ну, наверное, для новичков это просто смотреть на такие графики, смотреть и искать точки входа, выхода, смотреть на паттерны и понимать, лучше понимать график. То есть, понятно, пока вы не в сделке, вы не поймете вообще, где у вас эти свечи, как они работают, куда идет цена. Как только вы начинаете заходить в сделку, тогда вы уже начинаете ощущать рынок. А до этого вы можете просто смотреть бесконечно и не понимать. Поэтому, если вы будете торговать с минимальной маржой, если вы не знаете трейдинг, что это и как торговать, ваша задача с минимальным депозитом начинать торговать. Вот видите, мы вообще идеально коснулись трендовой линии, и сейчас цена вроде как должна откатиться вверх. Если мы эту трендовую линию пробиваем, то тогда мы идем к следующей линии, вот этой, которую я рисовал, чертил. Может быть, она немножечко корявенько сделана, но примерно. Можно даже ее сделать вот так вот. Хотя вот продажи уменьшаются, вы видите, и начинаются тут покупки. — 2,3% роста. Посмотрим следующая свеча, как она откроется и как закроется эта свеча. Ну, получается, идем вверх. То есть отсюда можно было получить еще 2,75%. Возвращаясь к этому памперу, я смотрю, как я и говорил, ему легче не торговать, а просто брать деньги и пампить валюты. Если есть эта группа людей, может, как я и говорил, что Joy 007, он стал, скажем так, жертвой этих всех групп, и это не его группа, и возможно, что есть люди, которые пампят валюты, берут за это деньги,
И в таких случаях вообще легче не торговать, а просто брать деньги за информацию и заниматься пампами. Но опять-таки, может быть, они просто берут деньги и все. А это все фейковая информация. Подписывайтесь на наш канал. В закрепленном информации для вас есть советы, есть видео, которые необходимо просмотреть для новичков. Я рассказываю эту информацию вам для того, чтобы вы не сливали свои деньги. Также я показываю нашу торговлю здесь, и недавно закрылся TLM, там больше 150%, Шибу я все шорчу 156%. Не торгуйте с большими плечами, потому что вот X10 и вообще X5 вообще достаточно для того, чтобы зарабатывать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, поставить лайк, подписаться на наш канал YouTube, подписаться на наш канал в Telegram и в группу. Всем спасибо, всем профита, всем пока.